Всем привет! Сегодня у нас с вами особенное видео. Нам нужно закончить этот год на хорошей праздничной ноте. Поэтому сегодня мы будем с вами работать над вашим русским еще больше, чем обычно. Я пригласила специального гостя, с которым мы будем обсуждать Новый год в России. Как мы празднуем Новый год, что мы делаем, что мы едим, что мы дарим друг другу. В общем, все, что только можно. Внимательно слушайте, включайте субтитры на русском, английском, французском или испанских языках и поехали! Вот, познакомьтесь, в гостях у нас Вероника, и я ей задам несколько вопросов, которые чаще всего интересуют иностранцев и всех тех, кто начинает изучать русский язык или просто интересуется русской культурой. Итак, первый вопрос. Празднуем ли мы в России Рождество? Всем привет! Да, конечно, но мы празднуем Рождество не 25 декабря, как все католики, а с 6 на 7 января. И это у нас называется православное Рождество. Обычно мы отмечаем этот праздник все-таки 7 января по григорианскому календарю, в то время как этот день соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. И надо сказать, что для нас, для русских, главный праздник это все-таки, конечно же, Новый год. Все готовятся именно к этому празднику, украшают свои дома, магазины, улицы. И все готовятся именно к Новому году. В общем, мы на Новый год делаем все то, что вы обычно делаете на Рождество. И вот, например, сегодня у нас с вами уже 29 декабря. У католиков этот праздник уже прошел, а мы, русские, вовсю активно готовимся именно к Новому году. Да. Отлично. Ну и так как мы выяснили, что Новый год для нас является важным и главным праздником, когда же люди начинают готовиться к Новому году? На самом деле не будем врать, если скажем о том, что русские начинают готовиться к Новому году с начала декабря, а может даже и с ноября. Да. Потому что за эти 2 месяца уже повсюду можно купить новогодние игрушки, мишуру, гирлянды, елку, конечно же, это главный символ Нового года. И самое важное, нужно купить сладкие подарки для детей. Пожалуй, это самый долгожданный подарок для них. И он представляет собой пакет со всякими вкусностями, сладкими, соответственно. Например, конфеты, шоколадки, мандарины, что-то еще. И все по-разному называют этот подарок, зависит от региона в России. Да. Кто-то называет это кулек, кто-то называет гостинец от Деда Мороза. Да, и обычно его, конечно, дарят в школах на новогодних елках. Это так называемая вечеринка для маленьких детей. И там все от Деда Мороза получают эти кульки. Но не только на елках, но и, например, еще если родители работают в государственных учреждениях, то детям до 18 лет тоже дают такой небольшой кулечек со всеми этими сладостями и шоколадками. И когда вам исполняется 19-20 лет, то становится очень грустно, что вы уже не получаете этот кулечек со сладостями. Да, это точно. Грустно до сих пор. Что касается еще непосредственно новогодней вечеринки, то бишь утренника в школе, дети туда обычно приходят все в новогодних костюмах. Они переодеваются в своих любимых персонажей из фильмов, из мультсериалов и так далее. И обычно на таких утренниках мем с Человеком-пауком становится реальностью. Особенно сейчас, после того, как вышла новая часть Человека-паука, точно на всех утренниках все будут Человеками-пауками. Это точно. И следующий вопрос. Какие традиции существуют на Новый год? Что мы обычно делаем? Конечно же, у русских очень много новогодних традиций. И так как Новый год – это преимущественно семейный праздник,
то все собираются за праздничным столом в кругу своих родных и близких обычно. Мы смотрим новогодние телепередачи по телевизору, мы кушаем, разговариваем, выпиваем, то есть мы провожаем Старый год. И затем за 10 минут до полуночи по всем телеканалам начинается новогодняя трансляция поздравительной речи нашего президента Владимира Путина. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. После его выступления начинается бой курантов. Под который мы обычно открываем шампанское, разливаем его по бокалам и берем заранее подготовленную маленькую бумажечку, на которой написано наше новогоднее желание, самое заветное. Мы поджигаем эту бумажечку, стараемся, чтобы она хорошо прогорела, и пепел бросаем в бокал шампанским. Затем мы выпиваем шампанское и таким образом надеемся, что наше желание на Новый год сбудется. Да, но здесь тоже нужно быть очень аккуратными, когда вы поджигаете эту бумажечку, потому что однажды, несколько лет назад, я поджигала бумажечку и нечаянно чуть не спалила скатерть на столе, которая была у нас дома. И после этого года я больше не загадываю это желание, потому что это все-таки опасно и страшно, особенно для таких неаккуратных людей, как я. Да, мама была очень довольна. Скатерть, привет. После этого, как только прозвучали куранты, в полночь мы поздравляем друг с друга с Новым годом, обнимаем, целуем, желаем всего самого лучшего и выбегаем на улицу смотреть праздничные салюты. После этого обычно молодежь продолжает праздновать Новый год либо со своей семьей, либо в кругу родных и близких. Они могут собраться у кого-нибудь в квартире. В кругу друзей. В кругу друзей, да. Либо могут пойти отметить Новый год в клубе, как чаще всего это происходит. А взрослые, родители, бабушки или дедушки могут наконец-таки со спокойной душой лечь спать. Но есть и те, кто может не дождаться полуночи и уснуть прямо до Нового года. А потом на Новый год проснуться, встретить Новый год и потом снова отправиться спать. Мама, привет! Хорошо. А что же мы обычно едим? Что у нас на праздничном новогоднем столе? Новый год. Обычно на Новый год, как мы уже говорили, сохраняется все самое лучшее. Недаром каждый русский за неделю или за 2 до Нового года слышит такую фразу «не трогай». Это на Новый год. Это значит, это ни в коем случае нельзя есть. Это останется для праздничного новогоднего стола. Обычно на Новый год мы готовим наши традиционные блюда. Знаменитый салат оливье, известный по всему миру, но у нас он особенно любим. Селедка под шубой, бутерброды с икрой, мандарины, алкоголь. Что касается алкоголя, когда мы провожаем Старый год, мы можем выпивать какие-то легкие напитки, а уже с наступлением Нового года здесь пьют все, что горит. Да, покрепче, крепкий алкоголь. То есть до Нового года легкие напитки, на Новый год шампанское, а после Нового года, после 12 уже что покрепче. Да, ну там уж зависит от вашего здоровья и выдержки. Хорошо. И что же мы смотрим по телевизору? До Нового года, в новогоднюю ночь, после Нового года? Как я уже сказала, до Нового года обычно у нас идут телепередачи «Голубой огонек» или что-то вроде этого. Также обязательным атрибутом Нового года в России является советская комедия «Ирония судьбы» или «С легким паром». Очень интересный фильм, который мы смотрим каждый год. Я уже не помню на протяжении скольки лет, сколько я себя помню, столько мы его смотрим. Главная идея этого фильма заключается в том, что герой,
бурно провожающий Старый Новый год по ошибке улетает в Санкт-Петербург, хотя сам живет в Москве. Там, в Санкт-Петербурге, он волшебным образом попадает на тот же адрес проживания, что и в его родной Москве. Наверное, каким-то магическим ключом от всех дверей попадает в квартиру и благополучно засыпает. После того, как он приходит в себя, его встречает прекрасная девушка, которая в легком недоумении, кто вообще этот человек, не самый трезвый, и что он делает у нее в квартире, и почему он у нее спит. Впоследствии с героями происходит множество интересных вещей, перипетий. И, конечно же, все это заканчивается чем? Любовной историей. Да, герои влюбляются, когда трезвеют. Да. И если вам интересно, вы хотите посмотреть этот фильм, я думаю, что даже на YouTube есть он с субтитрами, потому что некоторые мои студенты смотрели, и им очень нравится. Если вам хочется еще больше проникнуться этой историей советской России, да, вы можете его посмотреть. Смело окунуться в атмосферу советского русского Нового года. И нужно заметить, что одним из наших самых любимых зарубежных фильмов является комедия «Один дома». Уж очень нам, русским, нравится наблюдать за страданиями грабителей из года в год. Хорошо. А где же наш Санта-Клаус? Кто дарит всем подарки? Как мы уже знаем, необходимым атрибутом любого русского Нового года, конечно же, является старый добрый Дедушка Мороз и Снегурочка, его внучка. Именно эти персонажи отвечают за новогоднюю обстановку, настроение на любом празднике. На Новом году, я имею в виду. Без них не обходится ни один корпоратив, школьный утренник или домашняя вечеринка, особенно если на ней есть маленькие дети. У нас обычно принято брать в аренду костюмы Деда Мороза и Снегурочка и приходить во всеоружии на вечеринку. Обычно Дед Мороз приносит с собой большой красный мешок, полный подарков. И подарки зависят обычно от возраста аудитории. А для того, чтобы получить свой заветный подарок, нужно поучаствовать в конкурсах, ответить на вопросы. В общем, придется изрядно попотеть. Да, рассказать стишок. Ну и обычно, если это в семье и берется костюм в аренду, то Дедом Морозом наряжается папа или мама или какой-нибудь дядя. И таким образом, естественно, он дарит подарки детям. Да. Кому повезло, тот и Дед Мороз. Ну и раз мы начали говорить про подарки, что же принято дарить на Новый год? Как говорится, какой же праздник, а особенно Новый год, без подарков? Конечно же, очень грустный. И поэтому мы стараемся одарить подарками всех. Все зависит от наших финансовых возможностей. И так как подарки любят получать все, мы их, как я уже сказала, дарим всем коллегам, друзьям, родным и близким. И дарить можно все, что угодно, все, что хотите. Все зависит от вашей фантазии и денежных средств, как уже было сказано ранее. Подарки коллегам мы можем вручить им заранее на работе, либо на новогоднем корпоративе. А родным и близким мы можем подарить подарки в канун Нового года, либо в саму новогоднюю ночь, смотря с кем вы встречаете Новый год. И вот еще что важно. Русские любят говорить: как Новый год встретишь, так его и проведешь. В общем, следите за тем, с кем, как и где вы встречаете Новый год. Для нас это супер важно. И еще про подарки есть такая традиция, в последние годы особенно она стала у нас появляться, которую мы позаимствовали у Запада, это тайный Санта. То есть, я думаю, что многие знают, что это такое, но в любом случае расскажу. Если у вас большой коллектив, на работе чаще всего это делают, или просто большая компания друзей, то и вы хотите подарить подарки всем, понятно, что можно так обанкротиться, и нет столько денег, чтобы подарить подарок каждому своему другу.
И поэтому все играют в тайного Санту. То есть вы пишете на бумажечке имя человека, собираете все в одно место, и потом каждый достает себе имя человека, которому вы будете дарить подарок. И, естественно, нельзя, чтобы этот человек знал, кто его тайный Санта, и чтобы этот человек никому не сказал, кому он дарит подарок, вплоть до того момента, пока вы этот подарок не подарите. Это должно быть сюрпризом. А что же насчет отдыха, когда у нас новогодние каникулы? Как говорится, русские любят гулять, но еще больше они любят отдыхать. И именно поэтому у нас есть, конечно же, новогодние каникулы. После того, как мы успешно и очень бурно встретили Новый год, всей стране необходимо восстановить силы. Поэтому у нас есть такая прелесть, как новогодние каникулы. Например, в этом году вся страна будет отдыхать с 31 декабря по 9 января. В этот период, как мы уже сказали, 7 января мы празднуем Рождество Христово. На это тоже россиянам где-то нужно найти силы. И 14 января существует еще один непонятный для Запада, но очень любимый нами праздник – Старый Новый год. Да, и тут еще интересно, если на Западе у вас каникулы до Рождества, неделя или две, то у нас, соответственно, после Нового года нам нужно восстанавливаться, и в школе тоже каникулы всегда 2 недели именно после Нового года, поэтому отдыхать мы любим. И, пожалуй, последний вопрос. Какие же песни мы слушаем на Новый год? Чтобы лучше прочувствовать атмосферу приближающегося Нового года, у нас в России из каждого чайника играют новогодние и рождественские песни. Так, например, основным символом приближающегося Нового года является всеми нами любимая реклама Кока-Колы. Ее начинают крутить еще с начала ноября, если я не ошибаюсь. Праздник нам приходит всегда, Кока-Кола. Мы очень любим эту песенку, эту рекламу в частности. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. И тут стоит заметить, что у нас, по сути, наверное, нет своих русских песен, которые могли бы ознаменовывать Рождество или Новый год, и поэтому мы с большим удовольствием слушаем зарубежные песни All I Want for Christmas, Last Christmas и Let It Snow. Да. Нам, в принципе, не важно, что там поют про Christmas. Для нас все. Для русских это все новогодние песенки перед Новым годом. Вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать вам про наш Новый год, про то, как мы празднуем его в России. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то смело пишите их в комментариях, и мы с радостью ответим. А также Вероника в этом видео использовала очень много интересных слов, выражений, иногда супер разговорных. И для того, чтобы вам еще лучше их понять, вы в принципе видели все их на видео в сносках, которые я делала, но также вы можете скачать документ со всеми этими выражениями на моем Патреоне. И таким образом вы еще лучше сможете попрактиковаться. И также на Патреоне вы найдете аудио к этому видео и транскрипт. Еще один плюс к тому, чтобы еще раз послушать все это видео отдельно. Спасибо большое, Вероника, за такую интересную беседу. Тебе спасибо, Алина, что позвала. Будут деньги, звони, пиши. Хорошо. Спасибо большое и вам за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.